Приветствую всех с солнечного Дубая. Сегодня мы поговорим о том, как я получил дубайские права. Расскажу небольшие лайфхаки, кое-какие подводные камни, также обсудим. Ну и, конечно, в целом, стоит ли бояться этого? Что нужно для этого сделать, чтобы получить дубайские права? Приготовьтесь, думаю, вам будет интересно. Вперед! Хочу начать с того, что я ни разу не сидел за рулем, ни разу я не водил машину. Впервые здесь я решил все-таки, да, Вадим Андреевич, настал момент, когда необходимо обучиться вождению. Необходимо взять машину для того, чтобы немножко разнообразить жизнь. Обучение у меня вышло в районе 5000, 4900 с копейками, ну округлим 5000 дирхам. Я скажу, что это хорошая стоимость, хорошая цена, потому что если вы пойдете через, к примеру, какую-нибудь компанию, которая помогает вам в оформлении документов, какой-то русский консалтинг условно, да, понятно, да, это их работа, мы какой-то процент им платим, это нормально, но смотрите сами, если вам так комфортно, идите в компанию, если хотите сами, идите сами. Я люблю не облегчать себе путь, то есть я всегда люблю делать так, как должно быть, как сложно. И это позволяет больше набраться опыта. Поэтому я пошел сам, без иной помощи со стороны, просто взял школу, нашел точнее и пошел. Вышло у меня 5000. Знакомые получали за 10 тысяч, кто-то получил за 4,5. Но ниже 4,5 не было, по-моему, случаев, но вот в моем понимании, в моем опыте, чтобы кто-то получил вот из близких, из окружения. Поэтому рассчитывайте, еще раз повторюсь, 4500 до 10 тысяч. Какую школу выбрать для обучения? Знаете, хочу сказать, что примерно они все идентичны. То есть система обучения примерно везде одинаковая, плюс-минус. Я обучался лично в Галадаре. Не скажу, что это ужасная школа. Да, я столкнулся с каким-то опытом, который есть послевкусие, да, как бы такие, довольно-таки не положительные. Но если сравнивать с другими школами, отзывы читать и, в принципе, ребята говорят, ну, свою информацию, да, по поводу этого, то, конечно, выделяют все-таки две школы, которые наиболее, я бы сказал, не то что лучше, больше позитивных отзывов, да, больше положительного опыта и, конечно, времени. То есть немножко быстрее. Это Бельхаса, друзья мои, Driving Institute или Driving School, и Emirates Driving School. Вот эти две школы, они более по отзывам лучше. Но в моей школе очень также много учеников. То есть, по-моему, она одна из самых крупных. Это Галадар, еще раз повторюсь. Если вы пойдете, сильно не заморачивайтесь. Но я вам порекомендовал бы вот именно эти две школы. Как производится оплата? Смотрите, здесь не нужно платить сразу 4000, да? Оплата разбивается по определенным циклам. То есть первое это оформление договора, проплата первого экзамена. То есть примерно вы платите по 20-30% постепенно. То есть вы прошли один экзамен, потом заплатили за следующий экзамен, потом заплатили за следующий. И то есть это позволяет вам немножко придержать денег, да, то есть это как, знаете, ну, кредит условно, да, ежемесячно вы платите. Здесь немножко быстрее, понятно, вы экзамен сдали, вам нужно оплатить на следующий. Поэтому начало это тест теории, то есть вы приходите, на компьютере проходите тесты, все электронно, то есть предварительно вы дома можете изучить тесты на сайте официальном, да, той или иной школы, в которой вы проходите обучение, подготовиться и потом пойти в эту школу, сдать в онлайн-формате на компьютере этот тест. Все проходит на английском. Я учил, зубрил каждый день эти тесты, там очень много вопросов. Не скажу, что сложно, но учить надо. То есть я впервые столкнулся со знаками, с правилами дорожного движения, все это на английском, мне очень далось тяжело, но, как видите, да, я прошел, сдал с первого раза, я счастлив. Мне повезло, ну и, конечно, это все-таки терпение в плане учения, да, информации, зубрить. Далее, как вы проходите
тест по теории, следует курс, обучающий вождению, то есть практика, да, вы с инструктором ездите по городу, инструктор вам объясняет, это касаемо, да, наверное, новичков, да, которые ни разу не сидели за рулем, так как я сам новичок был до этого момента, ну, я считаю себя до сих пор новичком, потому что практики вождения немного. Вот вы по городу ездите, вас инструктор учит всем азам, познаете все азы дорожного движения. Примерно это от 20 до 30 часов. То есть вы дополнительно экстра можете доплачивать, если не уверены в своем вождении. Далее, после того, как вы научились ездить, прошли все уроки вождения, следует 2 экзамена в школе, в которой вы проходите. Они бесплатные, то есть если вы их валите, вы можете пересдавать их бесконечное число раз бесплатно. Это идет парковка и дорожный тест. В парковку входит парковка гараж, то есть задом, парковка параллельная, третья парковка идет 45 градусов, потом идет hill, то есть заезд на горку, и emergency stop, то есть разгон и резкое торможение. То есть получается 5 этапов, то есть вы должны их сдать. Если вы сдаете, допустим, из 5 3, то вам остается 2. То есть в следующий раз вам не нужно пересдавать все заново. Это очень упрощает и ускоряет процесс обучения. Так вот, я завалил 2 раза парковку в школе, да, бесплатную. Пересдавал, ничего страшного в этом нет. Наоборот, я научился лучше парковаться, поэтому, ну, я считаю, это нормально. Следом идет дорожный тест. Дорожный тест несложный. Вы садитесь, вам инструктор, который вас обучает, то есть который принимает тест, извиняюсь, он вам просто говорит, куда ехать, turn right, turn left, там поворачивайте, паркуйтесь, если надо. То есть главное быть внимательным и слушать инструктора. После того, как вы сдали в школе парковку, тест на дороге, да, дорожный тест, road тест, вы сдаете эти же экзамены, но уже в РТА. Это, как знаете, у нас ГАИ, то есть, да, государственное учреждение, где необходимо подтвердить свои знания, свои навыки. Тут уже немножко сложнее. Да, если вы валите экзамен, вы дополнительно оплачиваете каждый экзамен. К примеру, я вот, опять же, да, 5 этапов парковки, 3 завалил, там 2 сдал, или наоборот, там 4 сдал, 1 завалил. Я проплачиваю в следующий раз одну и ту же стоимость, неважно, 5 вы завалили, 4 вы завалили, 2 завалили, все равно вы будете проплачивать одну и ту же стоимость. Варьируется она около 300 дирхам, ну да, недешево, 2000 тенге. Тут я опять же, да, завалил 2 раза парковку, платил, пока не сдам. То есть вы платите, пока не сдадите. Все, я сдал экзамен, слава богу, парковки в ГАИ, да, будем так выражаться. Я перешел к дорожному тесту. Тут я сдал с 1-го раза. Сидит с вами гаишник, который вам говорит, опять же, тут уже все серьезно. Любой косяк, фейл, промах, пересдача. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, и у вас все получится. Хочу сказать самое главное, ребят, это терпение. Вот здесь в Дубае, я думаю, в многих похожих странах, городах, самое главное это терпение. Не торопите события, да, будет много нервов, да, будет много психов, это нормально. Через это нужно пройти. Я поначалу очень бесился, когда я валил, потому что мне, чтобы доехать до школы, это занимает 1,5 часа дороги, по жаре, где-то пешком, потому что на такси дорого платить, это все в поту. Представляете, вы идете в школу, приходите в школу, я весь в поту, на меня смотрят, ну, думают, ну, типа, что ты там на автобусе, на метро или на такси, ну, это лично мое мнение, да, лично мой выбор, я где-то ходил пешком, это все настолько истощает, вы злитесь, да, все закрепляет одно, терпение, имейте терпение, тогда у вас все получится. Давайте поговорим о том, что здесь как бы валят, да, постоянно валят, на этом построен бизнес, маркетинг. Да, имеет место быть, скажу откровенно, я думаю, в принципе, везде это есть.
Здесь почему люди думают, что сильно валят? Потому что в наших странах намного быстрее и проще получить права. Здесь, не знаю, такое ощущение, что ты окончил Гарвард с красным дипломом. Да, очень считается таким презентабельным, да, что ты получил дубайские права, не купил, здесь вы не купите. Нет. В наших странах, возможно, это есть, но здесь нет. Здесь все строго. Поэтому провалы есть, ничего страшного, идите до конца. Если будет такое, примите это как нормальное. Не нужно упираться лбом, преть как бык, там, не знаю, доказывать. Да, можете оспорить, поспорить, если вы реально видите ошибку, почему бы нет. Но в моем случае у меня был всего, наверное, один провал, где я не соглашусь. Ну, я не стал оспаривать, я понял, что что это даст. Да, возможно, я что-то утвержду, но я новичок, если я ошибся, мне это на руку. Второй раз я уже не ошибусь. Второй раз я уже буду более опытным. То есть я принимаю это как нужное. То есть с каждым разом вы набираетесь больше опыта. Поэтому, ну, не то, что философия должна приветствовать, просто будьте мудрее, терпеливее, и у вас все получится. Еще раз повторюсь. Курс обучения, контракт. Обучение длится 3 месяца. Если вы успеваете пройти обучение за 3 месяца, здорово. Если не успеваете, вы должны продлить этот контракт еще раз на 3 месяца. Стоит это около 200 дирхам. То есть дополнительно нужно заплатить. Бывает такое, когда экспаты уезжают в страну, уезжают куда-то в отпуск, и им нужно продлевать. То есть это, опять же, имеет место быть, и ничего страшного в этом нет, если вы не успеваете. Просто нужно доплатить. Ребят, есть такой опыт, что здесь люди получали права за месяц. Поэтому все зависит от вас, от вашего навыка, от вашего терпения. Не нужно надеяться на удачу. Будьте уверены в себе, не торопите время, и я думаю, вы быстро справитесь с этой задачей. Если была интересная информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Видео выходит не часто, но буду стараться снимать чаще. Пишите в комментариях, какая вам интересная тема. Обязательно сделаем видео на нее. С вами был Вадим.